Друзья, всем привет! Очередное видео на канале. В сегодняшнем видео сделаем своими руками насос для замены масла в редукторе для лодочного мотора. Итак, друзья, для того, чтобы нам изготовить насос для замены масла в редукторе, нам потребуется вот такой насосик, или, как правильно сказать, дозатор. Используется он, ну, на примере покажу. Вот мыло для кухни. Далее, друзья, получается, вот здесь у меня трубка такая удлиненная. Почему она удлиненная? Можно использовать, получается, вот такой насосик от старой бутылки, и вот эту бутылку, когда наше мыло израсходуется, мы можем все использовать, ну, получается, в комплексе. Ну, а если у вас есть вот этот насос, но нету бутылки, друзья, можно взять обычную вот пластиковую бутылку. Ну, в данном случае у меня под минералки она. Но смотрите, друзья, какая получается ситуация. Я когда вставляю, у меня длины вот этой насадки от жидкого мыла не хватает. И чтобы хватало полностью вот у меня длины вот этой трубки, чтобы закачать наше масло в редуктор, я взял кусочек подходящий по диаметру капельницы обычной. И вот сейчас покажу. Вот трубка, вот капельница. И вот так просто вставил внутрь, запихнул подальше, чтобы она не выскочила, и все. У меня получается трубка теперь качает, будет забирать масло с самого дна нашей пластиковой бутылки из-под минералки. Далее, друзья, взял вот такой прозрачный силиконовый резиновый шланг, но чтобы он подошел вот под нашу насадку вот этого дозатора с подмыла, нагрел феном и вот так одел плотно на вот этот наш дозатор. Вот, все, видите, он сидит плотно. Вот, взял, ну, где-то примерно сантиметров 50, здесь вот такой шланг получился. И, друзья, вот, ну, кто владеет моторами, знает. Ну, а если нет, у нас идет в редукторе нашего мотора две пробки, верхние и нижние. У меня получается, друзья, Mercury 5, тот же Tohatsu. У него получается сливная пробка, идет размер вот этого сливного болта М8, получается, он идет на шаг резьбы 1,25. Чтобы можно, друзья, как бы подобрать подходящий по диаметру шланг, вставить, да, но с него, когда мы будем закачивать, может просачиваться вот наше масло. Ну, чтобы у нас все было герметично, мы используем вот такой штуцер. Это штуцер, друзья, от автомобиля для прокачки тормозов. Вот этот штуцер идет от автомобиля Citroën. У него как раз вот этот штуцер идет М8 на 1,25. Вот, ну, рынок лодочными моторами у нас как бы забит разными, и поэтому, ну, если кто задумается сделать такой насос для замены масла в редукторе, вы посмотрите, какой у вас диаметр. Ну, вот для Mercury Tohatsu идет М8 на 1,25. И что мы делаем? Берем новый, либо, может, у кого у знакомых, вот, есть вот такой штуцер. Берем, вставляем в тиски. Здесь где-то диаметр внутренний где-то 3 или 3,5. И мы рассверливаем вот сверлом четверка я рассверлил. Здесь вот идет, я сейчас на фотографии вставлю, она такая под конус, такая идет, ну, как проточки сделаны. Вставляем и сверлом ее высверливаем. И тем самым получается у нас где-то с 3,5 получается 4 миллиметра диаметр внутренний вот этой насадки. Этого будет, друзья, достаточно для того, чтобы закачать наше масло в редуктор. Сначала, друзья, хотел вот эту часть обрезать, но побоялся, что если обрежу, может потом резьба не вкрутиться в наш редуктор, и решил оставить. Высверлил, все проточил, наждачкой прошел, отшлифовал, поскольку вот этот штуцер был старый. И вот эту часть, друзья, тоже хотел срезать, но вы смотрите сами, поскольку вот если шланг не толстый, лучше ее оставить. Вот видите, сейчас вам покажу. Шланг
вот этот, как раз хорошо одеется вот на эту часть и фиксируется, и никуда не падает, вот. Но если у вас шланг потолще, можете как бы срезать и подобрать шланг вот под эту часть, вот под ключ она идет, ну, чтобы шланг был больше. То есть вы смотрите уже сами, я вот делал с подручных средств, что было у меня. Ну и давайте, наверное, посмотрим, как работает вот данный насос. Налил, друзья, я взял вот такую, повторюсь, у меня 0,5 бутылка, поскольку не было у меня пустой бутылки из-под жидкого мыла. Ну, может быть, потом, когда освободится, я возьму. Ну, хотя мне как бы эта бутылочка нравится. И покажу вам, как вообще это все работает. Ну вот, друзья, берем бутылочку, вставляем. Резьба получается вот нашей крышки, которая идет родная с нашей бутылкой, такая же, как и из-под жидкого мыла. Все, закручиваем. Вот, друзья, видите, наш шланг на дне. Вот наш штуцер. Возьмем баночку, друзья. И давайте попробуем. Так, друзья, вот сейчас у нас, можете видеть, вот я качаю, вот видите, в камере шланг был пустой. И вот сейчас он стал желтым. Вот, видите, друзья. Все. Наше масло прекрасно заливается. Ну еще, друзья, у меня масло я принес недавно с гаража. Оно получается немножко еще все-таки вязкость замерзшая она получается. Но если теплое заливать, все будет хорошо. Ну что, друзья, увидели вы, как получается работает наш насосик. Работает неплохо. Единственное, минус, сейчас вам покажу, ну и чтобы у вас проблем не возникло. Получается, вот этот шланг у меня, он меньше диаметра, чем вот этот носик насоса. Ну, я, повторюсь, разогревал его феном и одевал. И когда качаю, вот отсюда немного, ну, получается, выходит масло. Ну, вот думаю, чем-нибудь здесь замотать или какой-нибудь хомутик поставить. Так что возьмите себе на вооружение, когда будете изготавливать. Ну, а так, нигде больше никаких протечек, получается, друзья, нет. Все работает хорошо. Так что данная конструкция, друзья, неплохо себе показала. Как бы, ну, у кого есть средства, да, там может позволить себе купить покупной насосик для замены масла, да, но опять же повторюсь, если покупаете масло в тюбиках, где есть носик, ну, можно сразу заливать. Ну, а если кто покупает такой вот литровые баночки, если, ну, кто не хочет тратить деньги, ну, можете вот собрать, даже если приобрести вот эти, как бы, ну, кусочек шланга и вот этот штуцер для прокачки тормозов, ну, все равно где-то выйдет, ну, пускай рублей 10 вам, да, но это все равно дешевле, чем покупать насос. И тем более, друзья, есть насосы, которые продаются, у них вот этого штуцера в комплекте нету, там нужно докупать отдельно под каждый вид мотора, а вы уже сами под свой вид мотора можете замерить резьбу, прийти в магазин, сказать, какой у вас резьба, ну, болт, и вот купить такой штуцер, вот. Так что, друзья, вот за, ну, кто-то за копейки сделает, кто-то вообще за 0 рублей, если у знакомых есть вот шланги, запчасти, вот эти штуцера, можно вообще сделать за 0 рублей и спокойно поменять масло в редукторе лодочного мотора, не записываться и не отдавать там, допустим, наш лодочный мотор на ТО во всякие там ремонтные мастерские, в которых берут порядочные деньги за замену масла, и вы не узнаете вообще, что вам залили, какое масло залили и вообще ли вам его поменяли. А так вы самостоятельно вот изготовите, можете изготовить насосик,
купить масло, поменять и уже зато со спокойной душой кататься на своем лодочном моторе, рыбачить там. Кто-то может заниматься охотой тоже на лодочном моторе, ну или просто там отдыхать, выезжать и уже со спокойной душой кататься и знать, что ваш лодочный мотор обслужен и получается он прослужит вам долго, если вы будете вовремя его обслуживать и никому не давать в чужие руки, а использовать только в свои. Так что вот, друзья, такое видео у нас получилось. Вот. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.